Привет, друзья! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня мы будем смотреть самую известную книгу для коллекционеров чешской винтажной бижутерии. Это книга Сибил Ярксдорф «Bubbles, Buttons and Beads». Я думаю, что многие из вас эту книгу знают. Кто-то имеет такую книгу. Ну, а я хочу ее показать тем, у кого нет возможности ее приобрести. Эта книга еще 90-х годов издания, ну или для тех, кто никогда не видел, не знает о существовании такой книги. Сегодня мы посмотрим половину этой книги, вторую половину я выложу через неделю, потому как книга достаточно объемная. И это самое полное, наверное, на сегодняшний день иллюстрированное издание по истории чешского винтажа. Ну и, как я всегда говорю, здесь вы можете увидеть знакомые вам украшения, что-то, возможно, вы унаследовали или коллекционируете, ну и так далее. Это не будет чтение книги, мы будем смотреть иллюстрации, ну и по ходу я буду немного комментировать. В общем, все как всегда. Первые страницы книги рассказывают о начале, самом зарождении индустрии в Северной Богемии. У меня на канале есть много видео об этой истории. Я здесь не буду ее рассказывать. Здесь мы посмотрим снова на какие-то иллюстрации. Вот, например, семья мастеров стекла. То есть все члены семьи занимались этим делом. Возможно, это были владельцы вот подобных фабрик. То есть здесь можно по этим фотографиям представить, как это все выглядело в 19-м, в начале 20 века. Ну и, как всегда, здесь есть упоминание о таком вот грустном периоде истории богемского стекла. Ну и полностью книга начинается с описания этой истории, что в каких количествах, где производилось. На эти видео свои исторические я оставлю ссылку в описании. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Также на канале у меня есть обзор книги Сибил Ярксдорф о производстве стекла в разных регионах Европы. Вот, например, здесь тоже вот указана такая вот брошь в стиле миллифиори. Это Мурано, как вы знаете. Примеры ношения таких украшений. Вот такая брошь с птицей. Это традиционный дизайн 19 века, 1880 год, Габлонц. Конечно же, из стекла производили и вот подобные элементы, цветочки в технике lamp work. Такие бусы назывались венецианскими, естественно, потому как они заимствовались из Венеции. Тоже об этом я рассказывала и в том обзоре книги, и частично упоминала в своих исторических видео. Эти пуговицы созданы в молдах, то есть с помощью прессовки расплавленного стекла. А здесь мы видим брошь с желтым таким вот камнем, сатиновым стеклом начала 20 века. И ободок – это эмаль. Это пластик, пластиковые бусы под янтарь начала 20 века. Ну и Богемия являлась одним из лидеров по производству различных пластиков. Здесь мы уже видим украшения немного позжего периода, это 30-е годы прошлого века. Тут используется эмаль и камни под аметист, топаз. Это самые популярные виды стекла.
Также очень была в то время популярна имитация коралла, и производилось очень много разных оттенков красного. Вот здесь вот вы видите прессованные элементы из стекла под коралл. Это пряжка, тоже 30-е годы, уже под нефрит. Ну, а этот дресс-клип 20-30-х годов. Такие украшения производились с конца XIX века. Это уже филигранные элементы, которые дальше мы увидим в этой книге, когда зародилось уже производство металлических частей, так называемыми гютлерами. Дальше об этом расскажу поподробнее. Ну и, как я говорила, в Богемии производились не только украшения, это даже не основная часть стекольного производства была, а основная часть – это предметы декора, предметы обихода, урановое стекло, люстры. И самые красивые, конечно же, люстры, висящие во всех царских дворцах, это были богемские люстры. Также здесь вот в частности на этих страницах рассказывается о некоторых самых известных семьях производителей стекла. Одной из них является семья Ридель. Я уже рассказывала, упоминала об этой семье в прошлом видео, обзоре музея в Кауфбойрене. Посмотрите, кто не видел. Я не буду останавливаться на истории этих семей, потому как она длинная. Если вы хотите, пишите в комментариях. Я буду делать такие видео отдельно. Ну и следующая глава рассказывает о имитациях натуральных камней стеклянных. Назывались они композициями, композиционным стеклом, вот эти вот именно имитации. Когда-то в самом начале имитации стеклянные были даже запрещены, потому как ими можно было вводить людей в заблуждение и продавать подделки вместо настоящих камней. Ну, а с начала XIX века, конечно, имитации натуральных камней очень были популярны, и разработки были различные, велись. Причем все эти разработки и имитации, они были в основном интуитивные, знаете, это как методом проб и ошибок. То есть это не были записаны какие-то химические процессы или какие-то формулы. Поэтому очень много утрачено с тех пор вот этих технологий. Так, ну и мы подошли к более таким интересным картинкам. Здесь в основном украшения 20-х годов. Это штампованные бусины и шлифованные грани шлифовались вручную все. Ну а здесь, как вы видите, украшения уже эпохи арт-деко, 20-30-е даже годы. В то время вот это вот дизайны такие были, имитирующие алмаз, diamonds, как бриллианты. Вот. В то время имитация бриллиантов была очень популярна. Ну и это же эпоха арт-деко, эпоха таких вот бурлящих 20-х, как вы знаете. Все сверкает кругом. И такие украшения, они были просто на пике популярности. В то время появилась новая технология, это вклеивание кристаллов. Создавались формы, куда кристаллы вклеивались. До этого кристаллы крепились в пронги, вот в эти вот лапки в основном. Ну и здесь же рассказывается история Даниэля Сваровского,
У меня тоже есть видео о нем более подробное на канале, даже более подробное, чем в этой книге. Здесь снова вы видите топазовое стекло. И вот эти два предмета, кулон и брошь Эрнста Сайделя, 1980 год. То есть это не такие вот слишком старые вещи. А вот эти вот украшения уже 30-х годов. Здесь мы видим вот такое же, как там было, коралловое стекло. Здесь только зеленое под нефрит, или пекинское стекло оно еще называлось. Но в частности это представлено украшение фирмы Трифари. И это был, я думаю, что вы знаете, это самый известный бренд бижутерии в США. И в те годы, в 30-е годы, они использовали полностью фурнитуру, камни Богемии. Далее глава посвящена гравировке и резьбе по стеклу. И самая известная гравировка на стеклянных пуговицах, на каких-то брошах была давно популярна. В XVIII веке мастера выезжали на выезд как бы из своих мастерских, путешествовали и продавали по ходу свои изделия. И там же заказчикам могла предоставляться вот эта вот услуга гравировки. Позже, когда популярность гравировки набирала обороты и нужно было как-то увеличивать производство, было придумано уже формовка стекла, то есть оттиск на горячем стекле. И первым, что начали делать, это камеи. Камеи тоже было не так-то просто выдавить из горячего стекла камею, то есть были очень детализированы вот эти вот пресс-формы. Естественно, сами пресс-формы вырезали высококвалифицированные работники, которых было достаточно мало в то время. Вот, поэтому стеклянные камеи были, в общем-то, тоже дорогим таким украшением. И вот здесь вот следующая глава как раз и повествует об этой эпохе, когда пуговицы и многие элементы, а на пуговицы был в то время бум, я тоже об этом рассказывала, это все изготовляли именно вот в этих молдах. Здесь посмотрите, вот очень почему-то автор обращает внимание наше на вот эту пуговицу с головой кошки и на вот такую с знаком зодиака Близнецы. Ну и возвращаясь к камеям, конечно же, камеи сами, вот эти вот стеклянные вставки, покупались по всей Европе и не только по Европе. Они производились в Богемии, но вставлялись, оправлялись уже и в Англии, и в Германии, и в разных других странах. А вот здесь вот такая вот небольшая иллюстрация, но очень красиво представленное стекло павлиний глаз. Это стекло тоже производили в конце 19-го, начало 20 века. Мне бы тоже очень хотелось иметь образец такого стекла у себя в коллекции. Ну а на этой странице мы видим, насколько популярны были камеи. В образах в женских их носили с большим удовольствием. Сами камеи это, конечно же, не придумка богемских мастеров, это с античных времен. Такое изделие в Богемии только делали их стеклянными, потом и пластиковыми.
Ну, а следующая глава посвящена бусинам Lamp Work, выдувным бусинам. О выдувных бусинах я тоже рассказывала в своем видео. Это было очень тяжелое производство. Выдувные бусины многие покрывались изнутри серебром. Это были ядовитые испарения, которые рабочие всасывали как бы через трубочку в бусины, чтобы они покрывали бусину изнутри. И даже было таких, у них от вот этих ядов, у рабочих, темнела кожа. Это были ядовитые испарения, и кожа была такого серо-синего цвета. Я тоже, по-моему, про это рассказывала уже. Не буду углубляться сейчас, дальше посмотрим по ходу. Так, ну а здесь представлены очень интересные бусы. Обратите внимание на вот эти синие и на красные, а также вот эти вот цветочки. Это такой вид бусин делали из стеклянных нитей. То есть нити тоненькие, стеклянные, наматывали несколько слоев, и получался вот такой вот орнамент причудливый. Это бусы 20-х годов. Тоже большая уже редкость, естественно, коллекционная. Ну и продолжая вот эту вот главу Lamp Work, здесь мы уже увидим такие вот изделия, которые, возможно, вы уже где-то видели, и, возможно, они сейчас производятся. Например, вот эта брошь, это современная, а вот этот кулон 30-х годов. То есть видите, как они похожи на протяжении многих десятилетий. Технологии, конечно же, не меняются. Ну и следующая глава посвящена бисеру. Бисер в Богемии производили несколько видов. Вот такие вот бусины, немножечко приплюснутые, такие гладкие, назывались рокайл. Также был другой вид бисера, вот такой вот резанный, то есть когда трубочки тоненькие резались просто. И тут можно увидеть, что бисер этот снаружи, он был граненый. Видите, либо 6, либо 8 граней было у этих бисеринок, а внутри кругленькие. То есть если вы видите шестигранный вот такой бисер, то это сразу знак того, что это начало 20 века. То есть это довоенный период. Следующая глава посвящена пуговицам. Вы знаете, что в XIX веке на пуговицы был настоящий бум, и такого ассортимента, как Богемия, я не знаю, представлял ли кто еще в Европе или нет. Ассортимент размеров, рисунков, материалов был настолько огромен, что даже трудно представить. И даже в музее наверняка это такая малейшая часть представлена. А пуговицы были популярны, потому что посмотрите, сколько их использовалось вот в одном предмете одежды. Ну и, конечно же, пуговицы производились в любых вот этих стекольных техниках, и штамповались, и лэмпворк это был, и различные вот эти вот навитые из тонких стеклянных нитей, ну, то есть совершенно разные дизайны. А вот эти вот красные пуговицы представлены и в музее Ной Габлонца, я вам показывала, кто не видел. Посмотрите мое видео из Ной Габлонца об истории чешской бижутерии. Эти пуговицы вот в 30-х годах прокрашивались сверху, и перламутровое стекло вот производилось, ну, то есть и мелифиори,
венецианское стекло и кристаллы вставлялись. В общем, все техники украшений, которые были на тот момент, все использовались и для пуговиц тоже. Ну и мы переходим к самой интересной, на мой взгляд, части этой книги. Это metalworking называется, но переводится это ближе как ювелирные изделия, производство ювелирных изделий. В данном случае здесь рассматривается уже украшения, в которых используется металлическая часть. То есть с конца 18 века, но в основном с начала 19-го в Богемии уже массово начали использовать металлическую часть для украшений. Это все, конечно, зарождалось во Франции, и Богемия, она перенимала всегда французские дизайны, французские методы производства. Вот. И в начале 19 века производство вот этих вот металлических частей из недрагоценных металлов, они были не столь развиты, естественно, как во Франции. И в 1830-х годах вот это, можно сказать, только-только начало такой активного развития этого направления. И занимались этим направлением так называемые гюртлеры. Гюртлеры – это были, ну, скажем так, ювелиры, которые работали с недрагоценными металлами и недрагоценными камнями. В то время именно вот эти вот две категории изделия очень сильно разделялись, и существовала как бы гильдия ювелиров, которые работали с драгоценными камнями и металлами, и гильдия так называемых гюртлеров. Слово происходит от немецкого гюртель – это пряжка для ремня, вот эта вот металлическая. И вот эти вот две гильдии, существующие, каждый как бы на своей территории, они не имели права делать работу друг друга как бы. То есть ювелиры не имели права делать из недрагоценных металлов, а гюртлеры не имели права делать что-то из золота. Вот. И, естественно, случаи, когда клиенты просили гюртлеров сделать что-то такое, вот, но не из золота, были, но такие случаи могли быть даже наказаны по закону. Ну, что вот мы здесь видим? Здесь вот представлены как раз вот изделия 19 века вот из тамбака, вот та же самая брошь. Очень популярный вот дизайн виноградной веточки, вот такой виноградной лозы. Вот. И середина 19 века это было как раз развитие производства гюртлеров. Вот вы здесь вы можете видеть на этой фотографии, как вот эти вот детали все штамповались. Поначалу это производство было очень дорогое, потому как станки для этого производства тоже привозились из Франции. Формы для штамповки тоже нужно было либо закупить, либо самим сделать, а работников, которые делали бы формы вот эти, еще было не так много. В общем, отрасль развивалась не так, чтобы слишком быстро, да. И первый крупный завод по изготовлению вот таких вот металлических штампованных частей построил Эммануэль Посельт. За ними, это где-то было в середине 19 века, и за ним еще были такие производители, как Йозеф Шайблер, Антон Марковский и предприниматель Йозеф Файкс. Я уже о нем рассказывала в видео про Сваровски. Он у него работал.
в этой фирме Gebrüder Feix, которая производила штампованные изделия, и как раз они его направляли тогда в Вену обучаться гальванизации. В общем, это было время очень сложных вот этих вот процессов. И по факту вот эти же производители крупные, Шайблер, Файкс и Марковский, они оставались самыми крупными до Второй мировой войны. То есть до 1945 года это были крупнейшие производители вот этих вот штампованных частей для бижутерии. И они производили в общей сложности от 15 до 20 тысяч видов вот различных вот этих вот декоративных частей, которые, конечно же, могли использовать потом любые мастера, которые собирали уже свои изделия в зависимости от своей личной фантазии. Ну и вот посмотрите, вот такие вот примеры. Это начало, конец 19 века, вот украшения. Здесь тоже вот типичные украшения представлены, начало 20 века. Ну и самое считалось, конечно же, мастерство гюртлеров. Чем украшение более замысловатее, вот, чем больше в нем элементов, тем мастерство считалось выше этого гюртлера. Ну и вот здесь вот вы видите 3 вида колье. Это конец 19-го, начало 20 века. Позолоченный тамбак здесь, металл. И это, в общем-то, были изделия уже высочайшего класса того времени. К тому времени уже это была очень развита эта промышленность штамповки металлических, латунных вот этих частей. И одним из известных гюртлеров, известных производителей бижутерии был Эрнст Зайдель. Вот посмотрите на вот этой фотографии. Показано, например, 3 браслета. Вот они более крупным планом. И вот этот вот браслет слева – это Габлонц 30-е годы. В середине австрийский браслет 50-х годов. И вот этот браслет – это уже 90-е годы, Эрнст Зайдель. То есть очень часто вот семья Зайдель производила дизайны вот этих вот украшений уже, ну, можно сказать, недавно, да, сравнительно. И очень часто их путают с украшениями 30-х годов, потому как по дизайну они выглядят очень похожими. Вот, например, вот здесь вот карточка с образцами как раз Эрнста Зайделя. Это изделия уже послевоенные, 50-х годов, которые как раз можно было перепутать с довоенными изделиями. И тут представлена точно такая же карточка с образцами. Это вот такие вот подвески для сережек. То есть, видите, это отдельные части, которые можно было в клипсах, в серьгах использовать, в кулонах. Вот такие вот вещи производили уже мастерских гюртлеры. Ну и вот здесь мы видим фотографию, как раз несколько поколений семьи Зайдель. Это начало 20 века. Все члены семьи работали на смежных профессиях. Справа стоит, вот здесь написано, что справа стоит Роберт Зайдель, это отец вот этого Эрнста Зайделя. То есть семья, которая в течение нескольких поколений занималась производством
вот этих вот изделий. Ну и здесь вы видите крест с имитацией ляпис-лазури, лазурита. Тоже работа Эрнста Зайделя. Тут вот на этой картинке можно увидеть вот два похожих букетика цветов. То есть это начало 20 века, а это 30-е годы. И здесь написано, что вот изделия 30-х годов, уже меньше здесь металла, очень большое внимание уделяется камням. Для каждого камень не просто приклеивался на металл, а для каждого камня существовала специальная база, да, вот либо безель, либо пронги, либо он закреплялся в этих вот лапках, либо вклеивался. То есть это изделия были высочайшего качества. Ну и вот здесь мы видим тоже, это пряжка от ремня с стеклянными вставками прессованными из голубого стекла, имитирующим бирюзу. Ну и здесь есть такая вот небольшая сносочка о Роберте Зайделе, который поставил свою фабрику в 1910 году, и в течение 30 лет он выплачивал банку кредит, видимо. 2 раза в год он надевал красивую одежду, шел в банк 13 километров в соседний Рахенберг город, выплачивал сумму и возвращался назад. Вот такой вот он путь совершал в течение 30 лет. И в 1942 году кредит по его фабрике был выплачен. Ну а в 1945 эти люди лишились всего. Вот такие вот истории из частной жизни Гюртлеров, производителей украшений. Ну и на этом я остановлюсь. Как вы видите, в следующий раз мы начнем с Макса и Норберта Найгеров. И дальше досмотрим эту книгу до конца. Братья Найгеры тоже относились к профсоюзу, так сказать, Гюртлеров. Они были Гюртлерами. Мы посмотрим дальше, какие изделия приписывают Найгерам. Ну и чем закончится эта книга, увидим через неделю. Так что специально оставляю вам вот этот вот анонс, чтобы вы посмотрели следующее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы будем с вами изучать украшения вместе. До встречи в следующем видео.